Всем привет! Наше путешествие в Стамбул уже начинается. 9 утра он отправляется, сейчас 8 с копейками. И мы начинаем свое путешествие. Мы начинаем с автостанции и отсюда будем отправляться. И вот наша пташка, кстати. Мы уже на пароме и мы едем к границе Румынии. Мы уже на пароме и направляемся в Румынию. Смотрите, какой вид сзади. Вот и написано Румыния. Мы только что оформили вот такой Инстабул-карт. Стоила она 130 турецких лир. Вот такая вот карта. И пополнили еще дополнительно. Очень удобно и экономит на проезде. Вот это наш отель. Показываю, как он называется. Мы живем на 3-м этаже. Вот такой вот отель, недорогой и в старом городе. В следующий раз хочу в азиатской части, но пока выбрали старый, потому что мы тут уже как-то селились. Так, небольшой обзорчик нашей квартиры. Показываю вам все. Первое, это, конечно же, я. Всем привет! Мы наконец-то доехали. Смотрите, какой номер. Тут такая вот андеграунд стена. Потом наши спальные места. Наверное, это мое, там мама. Смотрите, какой вид из окна. И сейчас вам покажу вот эту стену, как это выглядит. Там, кстати, чай, кофе бесплатный. И покажу, как выглядит вообще вот эта стена. Телевизор, все есть. На 3 дня то, что нужно. Такой вот ковер тоже аутентичный. Вид, конечно, нас позвали на 5-й этаж с красивым видом, но очень далеко подниматься, поэтому вид у нас не очень. Мы поменяли номер, и вид у нас такой себе. И там, кстати, коты кричат. Но номер очень красивый, смотрите, какой. Мне эта стена нравится. Сейчас будем разбирать вещи и посмотрим. Честно скажу, очень устали с автобуса. Мы ехали около дня, да, целый день почти ехали. Сейчас мы немножко передохнем, переведем дух и соберемся и будем уже выходить. Скорее всего, погода, к сожалению, сегодня туманная, такая облачная, но завтра обещали солнце, как бы с погодой не угадаешь. Но вот такой вот номер уже хорошо. Нас раньше заселили, чем надо было. Слава богу, большое спасибо, ребята. Сейчас будем отдыхать. Первый лучок. Образ на первый день. Мы пришли в собор Святой Софии. Это самая известная архитектура в Турции, символ Золотого века. Кстати, его построили всего лишь за 5 лет. Посмотрите, какие масштабы. Тут я рассказываю небольшую историю, у меня выключился микрофон, поэтому не осуждайте, но здесь нужно побывать каждому, кто приедет сюда в Турцию. А мы нашли вот такую будочку с семитами. Это такие бублики турецкие. Вот так они выглядят. Сейчас скажу, сколько стоят. Очень красивые и вкусные. И мне нравится вообще такая атмосфера и тележечка. Смотрите. Вот такой вот семит за 20 лир мы купили по Софии. И будем сейчас его пробовать. Я уже пробовала, он очень вкусный. Сейчас. Вы слышите этот звук? Он очень вкусненький. Обычный бублик с кунжутом, но приехать в Турцию его нужно обязательно купить и попробовать. А вот и Святая София. Смотрите, какая она тоже большая. Там сзади меня голубая. А это Святая. Сложно, но можно разобраться. А вот это знаменитая терраса Seven Hills. Тут бесплатный вход через ресторан. И вы можете посмотреть Святую Софию и большое количество чаек. Там внизу, если вы увидите, платные площадки, это чтобы сфотографироваться. А на 5-м этаже бесплатные. И вот такие вот чайки, видите, классные. Люди фоткаются. Очень много классных фоток можно сделать. Спонсор моего хорошего настроения Кола, и наконец-то вышло солнышко. Ура! Мы тут шли по улочкам, гуляли и нашли, смотрите, какое дерево. Это дерево, где растут мандарины. Я вижу такое впервые. Один раз видела с фисташкой, а теперь с мандаринами. Офигеть, как классные, они настоящие. И, конечно же, тату с котами. Куда же без котов?
Кстати, это вечерний город. Вечерний город, все лавки закрываются, и куча мусора. Вот так выглядит город вообще. И вот так выглядим мы. Я забыла микрофон, поэтому мама. Такой небольшой божик. Пусть будет без микрофона. Надеюсь, вы меня хорошо услышите. Еле нашли магазин, и я беру вот такой вот кол. Смотрите. Опа. Стеклянную. И, кстати, это единственный магазин, где мы нашли с овощами и фруктами. Смотрите, здесь огурцы есть. Тут есть яблочки. Вот. И тут все хорошо. Наконец-то и цены нормальные, слава богу. Нету магазина в городе. Проблема. Я оставлю локацию магазина, потому что реально выручу. Мы скупились на 700 турецких лир, и просто не найдешь ни одного нормального магазина с едой. Поэтому заскриньте, если что. Мы пришли наконец-то в отель. Я еще хотела показать, что мы купили такой дубайский шоколад. Вот, он стоил 100 турецких лир. А на заднем фоне мы смотрим ютубчик. Вот. И сейчас будем отдыхать. А сейчас покажу вам свой наш завтрак. Вот так мы пришли. Нам все подали красивенько. Там омлет, разные такие вот вкусняшки, салатик, чай, кофе на выбор и куча вареньев разных. Очень много. Вот, смотрите, выглядит очень аппетитно, очень горячее все и вкусное. Мы пришли в 9 утра. Смотрите, шикарно. Мы, короче, вышли уже из транспорта. Это день второй. Мы идем на улицу Истекляль. Вот, это самая знаменитая улица. И, кстати, если вы не знали, что я смотрела выпуск, что там каждый день проходит около 4 миллионов человек. Вот, каждый день. Офигеть, как много. Это еще в программе было года 2, сейчас, наверное, еще больше. Поэтому мы идем на эту знаменитую улицу. И здесь, кстати, район уже намного современнее, чем в котором мы живем. Много классных заведений, таких, знаете, как я люблю. И не таких старых. Вот. Это тоже плюс. Кстати, один из плюсов вообще Турции, смотрите на эти здания. Они все в зелени. Я уже сколько прохожу, они все украшены цветами, какой-то зеленью вокруг. Это очень классно. И смотрите, какие граффити. Улица Истекляль одна из самых многолюдных. Она, кстати, имеет форму бумеранга. Вот, очень длинная и самая многолюдная вообще в Стамбуле. Это те самые известные трамвайчики на Истекляль. Ну и, конечно, мы тут нашли нашу любимую Зарочку. У меня большая любовь, и я скучаю по ней, поэтому мы заходим внутрь. Вот такие вот ожерелья. Тут очень много разных таких. Тематические. Мне лично очень понравилось вот это голубое платье. Просто дорогое, к сожалению, но очень красивое и с таким ремешком. Прям летний-греческий мотив прослеживается. Вот такая вот атмосферочка в Заре. И, конечно же, если мы приехали, мы должны зайти в Сефору. Заходим внутрь, тут огромный прям магазин. Ну и, конечно, мой любимый Манго. Обожаю его. Прям как люксовый магазин, а не масс-маркет выглядит. У нас не такие красивые, смотрите. Разные балеточки трендовые. Воферы. Такие вот цветочки разные. Короче, очень много красивой обуви. Вообще, я очень люблю Манго. Вот, тут очень много красивых моделей, но вот, знаете, бывают такие, прям, от которых ты в восторге. Я пока не вижу ни в Манго, кстати, ни в Заре, и в H&M, ничего такого прям разрывного не вижу. Вот такой вот жакет, тут special price 3200. У нас он стоит 2600, когда я заходила в последний раз. Но вообще сам магазин очень красивый. Ладно, я нашла несколько классных украшений. Смотрите, вот такие вот. Такие необычные, вот такие вот у нас продавались, мы быстро раскупили их. Вот такие вот есть. Кстати, вот такой вот у меня сегодня образ. Туфли, сегодня очень тепло, вот, и платьице с коротким рукавом. Вот, и второй образ у меня еще в сумке. И мои сережки в капе. Обзорчик на магазин. Ну, и мы решили зайти в H&M. Я когда-то там купила классное украшение, поэтому попытаю удачу. Мы ничего не нашли, поэтому ни в Заре, ни в H&M. Поэтому идем уже на улицу и будем наслаждаться погодой и направляемся потихоньку по Босфору. Мы зашли в Макдональдс, показывают цены. Картошка с соусом 60. Людей тут нормально, прилично.
Что, кстати, в Макдональдсе неудобно, тут еда на 3-м этаже, а на 1-м этаже можете взять только мороженое, то есть разделены кассы, и реально это неудобно. У нас все в одной, и сразу покупаешь, и сразу оплачиваешь. Мы идем на станцию, чтобы переплыть через Босфор на кораблике. Это очень красиво, это очень атмосферно. Вот, поэтому мы направляемся туда. Сейчас буду показывать, сколько что стоит. С помощью карты Инстамбул можно на этом кораблике покататься. И вообще, вот если вы в Стамбуле, обязательно это нужно сделать, потому что поездка минут 30 длится туда и обратно. И это очень атмосферно, очень красиво, очень расслабляюще. Поэтому мы сейчас туда пойдем второй раз. И на таком вот мы плывем. Чтобы прогуляться по Босфору, можно купить билет на круиз, но если вы такой же бюджетный турист, как и мы просто купили на станции Эминьо, как-то так она называется, просто билет на общественный транспорт. У них кораблик считается общественным транспортом. Стоит меньше $1. Прогулка не такая длинная, но вы можете прокататься очень много раз в разных направлениях. Тут есть разные станции, и можете за очень бюджетные деньги прокататься по Босфору. Да, это без экскурсии, но ощущения и эмоции те же, поэтому пользуйтесь таким лайфхаком. Ничего необычного, просто курицы ходят по Стамбулу. Это уже вторая. Такая вкусненькая, жирненькая. Мы проходили мимо и нашли такую вот стену. Это, наверное, машины или лего. Даже, если честно, не знаю. Но она выглядит очень аутентично, очень красиво, очень необычно. Прям целая стена. Решила вам показать. Мы только что вышли с нашего кораблика, вот, там у каждого кораблика есть своя станция, есть свой маршрут, есть короткие, есть длинные, вот, но мы плыли просто для хороших, классных впечатлений, эмоций. Я прям обожаю плыть через Босфор, потому что это, во-первых, сейчас не очень дорогое удовольствие, вот, а эмоции составляют прям очень шикарные. Я прям, воспоминания у меня были с прошлой поездки, именно про Босфор самые-самые теплые и приятные. Вот, поэтому, если вы будете в Турции, обязательно тоже возьмите на лодочке, покатайтесь через Босфор. Мы еще попали в то время, когда здесь какой-то футбольный матч идет. Все в этих футболках, везде их продают с футбольной эмблемой. Вот, смотрите, сколько народу, и все идут вот сюда. Если увидите вот эти большие футболки, они очень интересные. Вот. Все любят футбол. Кстати, кроме футбольных болельщиков, тут еще очень много полиции. Безумно большое количество полиции. Мы еще подходим к дому Долмабахче. Очень красивая усадьба, вот. Но билеты, если честно, кусаются. Но смотрите, как красиво. Я когда-то была возле ворот главных, покажу фоточку. Вот, и там можно было фотографироваться. Сегодня там везде полиция, фотографироваться нельзя, и все огорожено. Но вход вот этот красивый. Сейчас посмотрю, поближе подойдем. Вход в Долмабахче стоил $40. Мне кажется, это очень дорого, поэтому мы просто походили вокруг. Короче, в Долмабахче мы не попали, потому что билеты стоят 1500 турецких лир, и на троих это выходит очень-очень много. А для турков и вообще жителей Турции, то они стоят 200. Вот. И студент я, к сожалению, уже тоже не проканаю. Вот. Но зато вокруг походили, внутрь не попали, но может быть в следующий раз. Мы взяли кукурузу вареную. Мы сели на автобус, едем в район Балат. Там маленькие красивые домики. И вообще район очень милый и красивый. Такой вот. Поэтому сейчас буду смотреть как-то. Мы вообще в поиске этих домиков, потому что очень много видели гидов, которые показывают этот район. Это такие милые, красивые, особенно для фотографий, очень яркие домики. И такие аутентичные. Вот, поэтому мы в поисках их. Вот мы издалека их видим.
Но, как вы понимаете, туристов здесь очень-очень много. Популярное место, но, если честно, распиарено. Это тоже одна из самых знаменитых лестниц на фотографиях. Вот мы туда сюда зашли и сами не ожидали ее увидеть. Там какой-то рыночек сзади и куча людей делает фотографии. Такой вот район, как он выглядит. Чуть ниже мы спустились на улицу, тут тоже яркие домики, но, если честно, Балат прям переоценен. Тут тоже очень яркие домики, разные, красивые. Вот, тоже много людей, конечно, вот, но здесь тоже можно классные фотографии сделать. Прогуливаясь, мы спустились ниже, и смотрите, какие красивые двери, где девушка фотографируется. И там дальше уже наш транспорт, мы вообще идем к нему, но по сторонам тоже смотрим. Ну и мы зашли в Макдональдс взять мороженое. Решили попробовать макфлури тут. Вот такие макфлури мы взяли. У меня с клубникой, у мамы какой-то разноцветный и шоколадный обычный. С, знаешь чем? С ММДМсом. А, с ММДМсом. Видишь, он розмовитий. Пробуем макфлури. Мой вкусненький. Мне нравится. Как мороженое с вареньем. А дай попробуй твое. Это с ММДМс. Он тут такой, знаете, по мне размолотый. В моем варенье больше вкуса. Именно из-за варенья он более такой сладкий, насыщенный. Я сегодня вернулась за этой футболкой, она мне очень понравилась. Смотрите, такая серая футболка. Мы, короче, пришли в классное заведение. Тут есть Сан-Себастьян, и сейчас будем внутрь заходить. Тут очень-очень интересно. Тут большое количество разных десертов, смотрите. И вот такое вот пространство. Разные чашки. Куча людей вот тут сидят. Очень красивенько. Вот так выглядит Сан-Себастьян. И поливает с разной начинкой вот там. Вот Сан-Себастьян. Смотрите, какой красивый. Мы взяли, короче, турецкое кофе. И вот такой Сан-Себастьян, он очень красивый. Очень-очень вкусный. Он как творожный творожок, мягкий, между творожком и десертом. Очень вкусный, очень сладкий, под шоколадом. Но вот эта сырная штука очень вкусная, реально. Шоколад мне очень нравится. Я думала, что я не очень люблю десерты, если честно, но он очень-очень вкусный. Мы вышли на такую красивую улицу. Смотрите, здесь все посажено деревьями, и стекляль выходит прямо на эту улицу. Очень красиво, очень много людей. Вот. И вообще украшено, конечно, шикарно. Проходим мимо. Очень красивый книжный магазин. Я сейчас покажу, что там внутри, но выглядит он просто очень оригинально, очень мило. И смотрите, какой он большой. Смотрите, люстры даже в виде книг. Просто большое арт-пространство. И вообще магазин книжный очень красивый. Сейчас. Смотрите, какие классные книги. Я посмотрела тут несколько издательств. Одно из издательств — это Ташин, который я просто обожаю. И здесь очень много больших книг. Я ищу, не знаю чего, ищу то, что мне понравится. Может, сейчас что-то куплю, но не знаю еще. Но посмотреть это стоит. Очень давно хочу вот эту книгу. Это известный фотограф Эльман Ньютон, как-то так. У него несколько издательств, и это одно из моих любимых. Ну, здесь очень красивое издательство, очень много их, очень большое количество, знаете, таких книг, как арт-объекты, вот, и тут, конечно, глаза разбегаются. Вот, я оставлю геолокацию, чтобы вы сюда пришли обязательно.
Очень красивая. Тут и кафешка есть. Вот такая очень интересная. И вообще сделано все очень красиво. И есть книги плюс-плюс сайз размера. Выглядит этот книжный магазин вот так вот снаружи. Так что заходите. Мы пришли в парк Гюльхане посмотреть на магнолии цветущие и также на тюльпаны. Вот будем внутрь идти. Людей, конечно, валом просто очень много. Смотрите, цветущие тюльпаны. Мы это застали. Ура! Люди пообрывали всю магнолию, и мы ничего не застали. Офигеть. Смотрите, это чайки и магнолии. Мы туда подойдем сейчас. Смотрите, сколько котов. Это уже 95-й, 96-й, 97-й, 98-й кот. Смотрите, сколько чаек. Офигеть. И они так летают сверху. Очень красиво. Даже камера не передает. Они такие большие. И там еще были гнезда чаек. Смотрите, сколько их. Почему я считала котов? Вообще у нас челлендж. Мы за целый день должны посчитать, сколько котов мы видели. И собак. Вот. Котов, я скажу вам, преобладает число. И в конце скажу, сколько мы насчитали за день. Очень интересный челлендж. Короче, магнолии мы не застали. Вот спускаемся к Кеннеди-авеню. Посмотрим, что там. Там вообще красивая, знаете, такая набережная. Мама говорит, красиво развивается флаг. Вам придется на него посмотреть. Хи-хи. Очень красивый берег. Смотрите, тут рыбаки рыбачат, и красивая лодка, и вообще вид на город шикарный. Мы уже уходим отсюда, потому что стало реально очень холодно. Я еще без куртки, боюсь заболеть, поэтому мы идем в отель. Самое, мне кажется, время, потому что мы сегодня были везде. Вот, поэтому направляемся уже в отель. На часах 7 утра мы проснулись 5, чтобы успеть на автобус, но в итоге запрыгнули в него за